Всем привет! Подыскивал для своего рюкзака, это 5.11 Rush 12 версии 2.0, подсумок вот сюда на переднюю панель и заказал себе на днях подсумок от компании Vortec. Скажу сразу, я не хотел снимать на него обзор, но был реально приятно удивлен качеством, потому что у нас могут действительно делать тоже прикольные вещи. Вот такой вот подсумочек, я вам сейчас чуть ближе покажу его и покажу его наполнение. То есть это подсумок от компании Vortec. Называется УП-102, подсумок малый, административный, называется наводчик. Внутри есть специальный органайзер под всякие мультитулы, ручки, также есть отделение под карту, либо какие-то документы бумажные. Я бы не стал его покупать, на самом деле, если подсумок, который у меня уже есть, это Maxpedition, я на него обзор уже делал, показывал вам его, сюда мог бы без проблем прицепиться, но, к сожалению, у него поперек расположены моли крепления, и сюда он никак не встает. А здесь они как раз подходят. То есть я специально подбирал подсумок для того, чтобы я смог его прицепить вот на эти моли крепления к рюкзаку 5.11 Rush 12. Давайте сейчас я переставлю камеру, покажу его поближе, покажу, что у меня внутри, как я его использую, как он у меня крепится на данный рюкзак. И, возможно, кому-то будет полезно, потому что ни одного обзора на данный подсумок я в интернете не нашел. Хотя, как по мне, так подсумок довольно-таки интересный. Ну что, а теперь давайте я вам покажу его поближе. Специально обратно прицепил бирку, потому что действительно сделан качественно, даже банально вот бирка. То есть это уже говорит о том, что ребята заморачиваются по поводу имиджа продукта, бренда, потому что, реально на уровне каких-то западных производителей, те же самые там Pentagon 5.11 делают, такую же полиграфию, все очень, качественно, приятно смотреть. На подсумок это не влияет, но подход мне компании понравился. Повторюсь сразу, это никакая не реклама, я купил его за свои деньги, у меня обошелся там 2200 рублей, возможно сейчас его даже в наличии нет, я на Озоне заказывал. Просто качество понравилось, поэтому я решил вам показать. Давайте быстренько по материалам. Он сделан из нейлона. Плотность производитель даже на сайте не указывает, я найти не смог. Но по ощущениям, она, конечно, не тысячная, немножко более мягкая, чем 5.11 того же самого. Где-то 600-800 около того. То есть на ощупь примерно, могу ошибаться, но где-то так, 600-800. И фурнитура, я был удивлен, думал, что это YKK, потому что ходит она очень прикольно, то есть, реально мягко, так вот, плавно ходит. Я думал, что это YKK, искал, залез на сайт производителя, оказывается, что эта фурнитура называется Ацеталь. Хорошо работает, довольно-таки качественная фурнитура. Сделана в России. Но даже вот эта бирочка показывает о том, что производитель заморачивается по поводу, качества бренда и хочет вам показать что-то интересное. Давайте я вам покажу, как выглядят сами стропы внутри. Вот видно, да? Вшита пластиковая вставка. То есть все прошито хорошо. Я даже ни одной ниточки здесь не пришлось какой-то подплавлять. Реально, говорю, удивлен качеством. А теперь давайте я вам покажу, что у меня внутри, как я его использую, для того, чтобы вы поняли объем примерно и размеры. Заявленные размеры 16, длину 16, высота 9 и толщина 3. Как видите, он намного больше, чем 3 сантиметра. Сейчас мы его померяем. Достаем линейку. Действительно, раздуть его до 16 в длину можно. По высоте даже можно, наверное, побольше, где-то 10 сюда напихать, раздуть. И по толщине, сейчас он у меня забит моим барахлом, где-то 6 сантиметров. То есть у них заявлен 3, здесь он, в общем-то, 6. Внутри это, наверное, имеется в виду вот этот внутренний, хотя здесь даже больше. Короче, видите, набитый он где-то 6 сантиметров толщиной. Вот такие вот размеры. Ну а теперь покажу наполнение и что внутри. Как я уже говорил, здесь вот такие моли стропы, такие хлястики со специальными пластиковыми вставками, что очень удобно. Снизу две резиночки, в которые я убрал маркер двухсторонний и тактическая ручка. Есть отверстие для слива воды, это очень важно. То есть сюда можно какой-то фонарь, не знаю, да что угодно сюда можно положить. То есть ручки, фонарик, ножик. На передней части есть вот такие 3 моли стропы. Они имеют велкро панель на себе. При этом, знаете, на дешевых подсумках обычно просто пришивают саму велкро без подкладки из стропы. Здесь же эта стропа, на которую сверху пришита ответная часть велкро, поэтому она твердая, качественная, то есть не будет расползаться, как на дешевых подсумках. Сюда можете крепить какие-то свои патчи, любые. Здесь у меня фонарик Nightcore. Так, переходим во внутреннюю часть. Молнии двигаются очень плавно, ничего нигде не закусывает, без проблем открывается одной рукой.
Здесь такая вот есть термоусадочка. Это не паракорд, это как нейлоновая какие-то веревочка. Можно заменить на паракорд последующий, то есть если необходимо будет. Ну, длина достаточная, можно без проблем в перчатках даже в зимних открывать без проблем. Так, что внутри? Подсумок раскрывается на 90 градусов. Здесь есть специальная веревка. Вот здесь вот утяжечка есть специальная. То есть для того, чтобы если у вас, например, висит на груди где-то, ну, он позиционируется как подсумок для бронежилетов, всяких короткогрузочных платформ. Также можете его вешать на снаряжение, да хоть на пояс можно повесить. Но он сделан специально так, что если он висит у вас на груди, при открытии подсумка у вас из него ничего не вывалится, потому что есть специально вот такой вот ограничитель веревочка вот такая пропущена. Вот она здесь по всему периметру идет. Можно вытянуть, чтобы меньше раскрывался, чтобы из него ничего не вывалилось. Это очень удобно. Возможно, я эту веревку потом поменяю на резинку какой-то шок-корд, такой прочный, эластичный. Ну, более, мне кажется, сюда подходящая вещь, чем веревка. Ну, не знаю, веревка тоже ничего. Так, внутри, как я уже говорил, есть специальная такая вставочка под карту, либо просто какие-то бумажные документы. Я замораживал ее где-то часа на 2. Клал в холодильник при минус 18, она не теряет эластичности, не колется, не трескается, с ней проблем никаких нет. То есть она такая, ну, реально приятная, качественная штука. То есть, видите, она не трескается, на ней никаких замятин не остается. Довольно-таки прозрачный такой пластик мягкий. Главный плюс этого подсумка, почему мне он еще понравился, потому что вот эта штука мне, например, не нужна, кому-то она нужна, то есть он позиционируется как наводчик, то есть я так понимаю, что у вас висит на груди, на бронежилете, либо на платформе. Вы его открыли, у вас здесь какая-то карта есть, какие-то там фломастеры, не знаю, там ручки, какие-то отметки делать, закрыли быстро. Закрыли, все, у вас подсумок маленький, ничему не мешается. Вот, но при этом ее можно без проблем вытащить. То есть у нее здесь пришита такая стропа с велкро липучкой. Здесь вот ответная часть сделана. И она просто сюда вставляется. То есть нужна, прицепили, убрали, закрыли. Не нужна, вытащили. Либо можно там эту карту взять в руку, отдельно подсумок закрыть, да, чтобы из нее ничего не вывалилось, с картой с этой ходить, либо с документами. Тоже сделано прикольно, потому что она съемная. Отложу пока в сторону. Что касается самого подсумочка и его наполнения. Ну, давайте начнем с внешней стороны. Здесь, например, у меня лежит нож. Spyderco Tenacious. Он довольно-таки широкий имеет профиль. Вот здесь вот, да, довольно-таки широкий нож. Специально сюда его положил, чтобы показать, что размеры вот этих резиновых креплений. Точилочка Victorinox. Перманентный маркер. На этой стороне все. Получается резиночка 1, 2, 3. Здесь проходит у нас вот эта веревка для того, чтобы подсумок не раскрылся и у вас ничего не выпало. Также можно, вот, например, на карабинчике вот за эти что-то тоже подцеплять. И можно просто даже что-то вместо вот этой карты сюда класть без проблем. Тоже можно что-то на велкро прицепить. С другой стороны у меня фонарь. Кстати, тоже интересный фонарик. Обзора у меня на него еще нет. Это Olight i5R. Он может работать как на таком вот фирменном аккумуляторе со встроенной зарядочкой, Type-C причем, так и на батарейке формата 2А. Очень интересный фонарик. Цвет я искал очень давно, то есть мне вот хотелось оранжевого цвета. Лимиточка такая. Дальше мультитул. Обзор на него у меня тоже есть на канале. Это мультитул SOC. Такой маленький мультитул. Ну, для каких-то мелких работ достаточно. Есть к нему кое-какие претензии. Обзор на него у меня есть тоже на канале. Далее налобничек Nitecore NU25. Интересный налобник, очень маленький, очень легкий. В общем-то, для каких-то повседневных дел вполне достаточно. Здесь очень яркий красный, мне понравился красный цвет. И довольно-таки неплохой, с высоким CRI, ближний рассеянный свет. Тоже фонарик интересный. Вот этот шнур я поставил вот от этого фонаря, потому что родной здесь очень большой, очень тяжелый, он весит почти как сам фонарь. Ну, потом я поменяю, скорее всего, даже этот на шок-корд, просто еще не пришел качественный шок-корд, чтобы еще больше уменьшить вес конструкции. Так, и далее у меня здесь лежит еще маленькая такая аптечка. То есть здесь куча пластырей, куча всяких спиртовых салфеток, одноразовые перчатки медицинские, маска, иногда бывает нужно. По самому подсумочку, то есть у вас получается здесь резинка, 1, 2 отделения, и за ней еще вот такой кармашек. 1, 2, 3 отделения и 2 больших, что-то стаями оставить.
И можно что-то вот сюда просто класть, если не вставлять, например, карту. Вот эту веревку я, скорее всего, как поменяю на шок-корд качественный, чтобы он немножко тянулся. Когда вы открываете Maxpedition, внутри просто очень толстая кордура, прям прошита насквозь, видите? То есть это, ну, это один слой кордуры, она очень толстая, но прошита насквозь. Здесь же, смотрите, как ребята сделали, здесь тоже вот этот нейлон, при этом он довольно-таки качественно прошит, и есть подкладка. Видите? То есть у вас не будет видно вот этих всех ниток, вот эти они не торчат. Здесь сделано ну, реально прикольно. То есть народ не поскупился и прошил это еще дополнительно внутри с подкладочкой. Единственное, я бы все-таки вот в этом месте прошивал бы подкладку насквозь к самому нейлону, чтобы она более прочно держалась, потому что, видите, она не пришита вот к этой стенке. Она пришита именно к подкладке. Насколько долговечной будет, это вопрос. Также не знаю, насколько хватит вот этих резиночек, потому что здесь уже начинают сразу появляться какие-то отметки от клипс. Ну, надеюсь, их хватит надолго, они не вытянутся, потому что на дешевых подсумках часто бывает, что они там буквально первые полгода нормально работают, а потом они дубеют и уже форму принимают предмета и не возвращаются обратно. То есть как резинка они уже не работают. Но надеюсь, здесь они как бы покажут себя нормально. В целом, как бы подсумок приятное впечатление произвел, именно поэтому я решил вам его показать. А теперь давайте я вам покажу, как он размещается у меня на рюкзаке. Вот о чем я говорю, почему же я с удовольствием бы использовал Maxpedition, да, вот на этом месте, потому что он как раз сюда прям идеально подходит. Но, к сожалению, у него несовместимы моли вот эти стропы с этими. Если кто-то знает, есть ли какие-то переходники под 90 градусов, скажите, скиньте, пожалуйста, в комментариях, потому что вы меня очень сильно выручите. Потому что подсумок крутой, но он не везде подходит, потому что я не могу его прицепить вот в таком положении. А цеплять его где-то боком, чтобы из него что-то вываливалось, мне не хочется. Вот так бы он сюда идеально встал. Но, к сожалению, таких переходников я еще не видел. Именно поэтому мне пришлось взять вот этот подсумок, потому что у него как раз стропы располагаются правильно. Чтобы поставить его четко по центру, то есть вот так вот они совпадают. Если чуть-чуть в бок, да, переместить. А если делать его по центру, придется, ну, немножко наискось вот сейчас заправлять. Раз и два. Так, все. Вот подсумок пристегнут. Он чутка отличается по цвету. Ну, не знаю, выгорит, будет, наверное, таким же. Но он немного более сероватый, чем 5.11. Но, тем не менее, как бы он сюда довольно-таки хорошо вписывается. То есть он не добавляет толщины рюкзаку, потому что я не люблю, когда подсумки как-то, знаете, явно выделяются. Тут он нормально выглядит. То есть он примерно на уровне вот этого нижнего кармана. При этом появляется еще дополнительный органайзер. Здесь у меня какие-то документы. А здесь уже какие-то там мультитулы. Ну, то, что внутри я вам показал. При этом на второй версии рюкзака Rush 12 внутри вот есть такой карман потайной. Обзор на этот рюкзак обязательно будет. Внутри есть карман, и этот подсумок не закрывает доступ к этому карману. То есть вы сюда можете что-то положить. Карман закрыли, все. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на Telegram, подписывайтесь на канал, пользуйтесь качественным снаряжением. Пока-пока.